Каждое межсезонье одной из самых главных тем среди любителей фигурного катания становится обсуждение веса фигуристок. Причем, как правило, люди не выбирают выражений, когда пишут комментарии и совершенно не задумываются о последствиях, к которым может привести их негатив. Сейчас в центре внимания, конечно же, находятся лидеры женского одиночного катания: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. И про каждую из девочек можно найти хейтерские высказывания, от прочтения которых волосы поднимаются дыбом. Прежде всего хочется напомнить о том, что в разгар соревнований, особенно перед такими серьезными и решающими турнирами, как Олимпиада, любой спортсмен нацелен на борьбу за золотые медали, соблюдает строжайшую диету. Аня, Саша и Камила здесь явно не были исключением. Девочки максимально подсушились к играм в Пекине, чтобы как можно лучше выступить, чувствовать легкость и уверенность на прыжках. Однако удерживать такой вес постоянно невозможно, не говоря уже о том, что это вред для здоровья и стресс для всего организма. Сейчас в фигурном катании межсезонье – это время, когда фигуристы могут себе позволить ненадолго расслабиться, выдохнуть после напряженного сезона, а олимпийский сезон изматывает в 2 раза сильнее, и набраться сил. Разумеется, в этот период времени организм после пережитого стресса будет пытаться восполнить потери, и со снижением физических нагрузок набор веса неизбежен. Зачем же акцентировать на таких естественных процессах внимание? Зачем под каждой фотографией нужно обязательно сообщить, как фигуристка якобы заплыла жиром и стала плохо выглядеть? Тем более, когда в реальности эти девочки и 50 килограмм не весят, а калькулятор индекса массы тела скорее всего определит недостаточность массы тела. Помимо всего прочего, фигуристки и сами постоянно комплексуют по поводу своего веса. Сколько уже печальных историй мы слышали из уст спортсменок, которые переживали за каждые набранные 100 грамм. А сколько таких историй не было озвучены публично. Зная, насколько болезненной может быть тема лишнего веса для любой фигуристки, не лучше ли промолчать, не давить на больную мозоль? Тем более, когда речь идет о юных девушках, которые в глубине души могут тяжело переживать подобные высказывания в свой адрес. Любая спортсменка лучше других знает, какой у нее рабочий вес, нужно ли ей худеть или сколько необходимо сбросить. Именно поэтому хочется, чтобы болельщики были добрее и внимательнее по отношению к спортсменам. Ни к чему брызгать ядом и писать оскорбительные комментарии, которые могут прочитать сами фигуристки. Мы ведь не хотим развивать у девочек ненужные комплексы и доводить их до анорексии. Противостояние Чена и Ханю больше не будет. Уходит целая эпоха. Уже более 4 лет в мире мужского одиночного катания все внимание болельщиков было приковано к 2 фигурам: японцу Юдзуру Ханю и американцу Нейтану Чену. Эти двое, как правило, соревновались в своей отдельной вселенной, а остальные спортсмены могли только мечтать приблизиться к ним. Несмотря на то, что 2 других японца, Шома Уна и Юма Кагияма, за последние пару сезонов сумели прибавить и составить серьезную конкуренцию мировым лидерам, хедлайнерами любых соревнований оставались Нейтан Чен и Юдзуру Ханю. С окончанием олимпийского цикла закономерно встает вопрос: а что будет дальше? Нейтан Чен достиг своей главной цели – золото Олимпийских игр, а за плечами Юдзуру Ханю уже 3 Олимпиады, и 2 из них золотые. Увидим ли мы еще на соревновательном льду 2 королей фигурного катания? Как проводит свое время Нейтан Чен после завершения сезона? Олимпийский чемпион Нейтан Чен не стал томить своих болельщиков и в интервью NBC Sports признался, что планирует в ближайшее время сосредоточиться на учебе. Напомним, что фигурист поступил в один из самых престижных учебных заведений США – Ельский университет. Я хочу действительно погрузиться в процесс учебы, а не пытаться быстро пройти его, чтобы просто сдать экзамены. Хочу заводить друзей. У меня было не так уж много возможностей для этого. Не думаю, что в следующем сезоне я вернусь к соревнованиям. Понятия не имею, буду ли выступать после окончания университета. Я очень доволен тем, чего уже достиг. Да, о завершении спортивной карьеры Нейтан пока не говорит, но свои приоритеты обозначил довольно ясно. В фигурном катании он достиг максимального результата. У него есть все титулы, о которых только можно мечтать. Недавно фигуристу исполнилось 23 года. Самое время заняться учебой, тем более, когда речь идет о получении серьезного образования. Может быть, Нейтан заскучает без крупных международных турниров и захочет вернуться, чтобы вновь почувствовать соревновательный адреналин. Но будем честны, шансов на это немного. Чен не похож на спортсмена, который не видит себя за пределами фигурного катания. Ему интересно познавать мир, заводить новые знакомства и достигать целей в других сферах. Я очень люблю фигурное катание, но я же не буду всю жизнь фигуристом. Надо думать и о будущем.
К тому же лед – только один спектр моих увлечений. Просто я не хочу целый день проводить на катке и чувствую, что могу добиться большего в жизни, если у меня будет высшее образование», — сказал Чен в интервью в марте 2019 года. Еще один косвенный намек на возможное завершение карьеры – это анонс выхода книги автобиографии, которая запланирована на ноябрь текущего года. Конечно, здесь можно возразить и вспомнить автобиографию Александры Трусовой, выпущенной в самом разгаре спортивной карьеры. Но Сашин случай – это скорее исключение из правил. Чаще всего такие автобиографии выходят после окончания карьеры. Книга о Нейтане Чене будет называться «One Jump at a Time». Написана она в соавторстве с журналисткой Элис Парк. Вступительное слово написала известный дизайнер Вера Вонг, придумавшая большинство образов для фигуриста. Помимо выпуска автобиографии, Нейтан Чен также анонсировал выход книги, предназначенной для детей, которые занимаются спортом. В книге обещают рассказать историю о маленьком мальчике Вэе, который учится находить радость в спорте независимо от результата. С середины апреля до конца мая Нейтан был главной звездой шоу Stars on Ice, где выступали исключительно американские фигуристы. В будущем, возможно, фигуриста еще можно будет увидеть на других ледовых шоу. Нет никаких сомнений, что приглашений у Чена будет предостаточно. Другое дело, согласится ли он в них участвовать или с головой погрузится в учебу. А чем же сейчас занимается Юдзуру Ханю? Юдзуру Ханю пока не давал однозначного ответа на вопрос о планах на будущий сезон. С одной стороны, у олимпийского чемпиона еще осталась нереализованная мечта – четверной аксель. С другой, с каждым годом поддерживать форму становится сложнее. Ресурсы организма не безграничны, а в декабре прошлого года фигуристу исполнилось уже 27 лет. Не стоит также забывать о том, что за столько лет в большом спорте у Ханю накопилось огромное количество травм и сопутствующих болячек, которые тоже жизнь не упрощает. Найдутся ли у Юдзуру еще силы, чтобы продолжать? Тем более, что для успешного приземления четверного акселя нужно обладать недюжинным здоровьем. Поклонники японца предпочитают не думать о плохом и продолжают тихо надеяться, что нам еще посчастливится увидеть Ханю на соревновательном льду. Хотя все прекрасно понимают, что когда-нибудь любимого спортсмена все равно придется отпустить. Сейчас фигурист радует своих болельщиков активным участием в японских шоу. Например, 26 июня завершился шоу-тур Fantasy on Ice, где Ханю сначала выступал с показательным номером под песню Real Face, а затем сменил программу, выбрав песню Raisin. На последнем шоу фигурист также бонусом после завершения своего основного номера исполнил фрагмент программы Notre-Dame de Paris под живой вокал и музыку. На официальной странице Weibo, китайская социальная сеть, Ханю рассказал о своем вкладе в шоу Fantasy on Ice. «Я участвовал в постановке хореографии шоу. Детали, шаги, манера катания, много думал обо всех этих аспектах, поскольку музыка имеет уникальное мировоззрение. Я понимаю ее по-своему. Не будет преувеличением сказать, что я создал 70% хореографии. Но как поставить хореографию, чтобы передать то или иное чувство? Я снова и снова прорабатывал ее, проверяя, годится ли это. У меня ощущение, что хореография наконец-то прижилась на льду». Стоит отметить, что Юдзуру использует современную хореографию и старается умело перенести ее на лед. А это, между прочим, не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Современные танцы для фигуриста – это не только увлечение, но и возможность самосовершенствоваться, учиться чему-то новому и расти как исполнитель, постановщик и, возможно, даже продюсер. Недавно Ханю спросили, что для него значит фигурное катание, на что фигурист дал очень искренний и исчерпывающий ответ. «Есть извращенная часть меня, которая не хочет легкомысленно говорить о жизни, и я также не хочу легкомысленно говорить о том, что фигурное катание является частью жизни. Поэтому, честно говоря, трудно сказать, но когда я вернулся в Сендай после Олимпиады в Пекине, в марте произошло сильное землетрясение. И первое, что я подумал, что должен защитить свои коньки. Даже если бы я думал, что мне грозит опасность, я бы пошел за своими коньками. Я чувствовал, что должен защищать их. И когда они оказались в безопасности, я чуть не заплакал. Я думаю, что именно это и значит для меня фигурное катание. Трудно найти человека, который любил бы фигурное катание сильнее, чем Юдзуру Ханю. Так что если Юдзу и надумает завершить спортивную карьеру в ближайшее время, он наверняка продолжит развивать мир фигурного катания в каком-нибудь новом амплуа.
С его способностями, музыкальностью и перфекционизмом он может стать прекрасным постановщиком и вновь раздвинуть границы фигурного катания, показав совершенно новую хореографию. Возвращаясь к противостоянию двух лучших одиночников планеты Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена, стоит признать, что вряд ли мы еще когда-нибудь увидим их очное соперничество друг с другом. Возможно, оба еще примут участие на нескольких турнирах, но на одном соревновании появится едва ли. С завершением сезона 21-22 уходит целая эпоха. Однако, как бы грустно не было от этой мысли, конец однозначно означает начало чего-то нового. Придут иные времена, взойдут иные имена.